Всем привет! Вы на канале Гудзик DIY. Меня зовут Катя, и в сегодняшнем видео я хочу показать вам, как сделать елочные игрушки в виде желудей из термоклея. Итак, начну с листочков. Сделаю их из термоклея при помощи вот такого силиконового молда. Как следует разогреваю его, чтобы он стал совсем жидким и хорошо заполнил весь рельеф. А пока он не застыл, посыпаю блестками. Все листья вырезала по одному шаблону листа дуба. Я перерисовала его с настоящего листа, но такие же шаблоны можно найти и в интернете. И еще один вариант. Прохожусь по рельефу серебристой пудрой и уже потом заполняю клеем. Такой вариант мне понравился даже больше. Рельеф получается очень выразительным. Сами желуди делаю из пенопластовых заготовок в виде яйца. Только для начала покрашу их акриловой краской. И пока она еще сырая, на нее же приклеиваю блестки. Срезаю верхушку и на ее место приклеиваю шляпку настоящего желудя. И потом уже наношу фактуру и объем термоклеем. Проволоку тоже покрываю клеем, чтобы утолщить ножку. Скручиваю желуди с листьями и также всю проволоку закрываю клеем. Покрываю лаком только сами желуди и посыпаю еще и прозрачными мелкими блестками, как будто они покрыты инеем. И теперь покажу немного другой вариант. Объем шляпки буду делать из воздушного пластилина с мелкими пенопластовыми шариками. Обязательно нужно тщательно промазать место склейки ПВА, потому что сам по себе этот пластилин совсем не клейкий. И сверху добавляю чешуйки из пенопластовых шариков. Все ряды располагаю в шахматном порядке. И сейчас покажу, как сделать такие чешуйки еще проще. Просто обматываю верхнюю часть заготовки тесьмой с мелкими помпонами.
И также крашу в белый цвет. Сам желудь посыпаю крупной слюдой. А шляпку покрываю перламутровой краской. Из этих крупных желудей буду делать 2 отдельные веточки. Ножку также посыпаю глиттером, потому что такой обычный прозрачный клей сам по себе некрасиво выглядит. Но еще один, можно сказать, самый сложный вариант. Заполняю шляпку горячим клеем и пытаюсь придать ей гладкую красивую форму. Вовнутрь тоже можно насыпать блестки. Они очень красиво будут выглядеть на просвет. Эти желуди совсем маленькие, и чтобы они не затерялись на елке, скручиваю их по 3 штуки в ветку. Дополняю золотистым бантиком и небольшими ягодками. Вот такие несложные, но нарядные желуди у меня получились. Пишите свое мнение в комментариях. Если видео понравилось, то поддержите его, пожалуйста, лайком. А если еще не подписаны на мой канал, то можете сделать это прямо сейчас. Стараюсь выпускать ролики очень часто, чтобы показать вам как можно больше новогодних идей. Так что нажимайте на колокольчик, и тогда вы точно ничего не пропустите. Ну а на сегодня у меня все. До скорой встречи!